Что делать после покупки нового компьютера или ноутбука с операционной системой Windows 11? Друзья, ну а спонсором данного видео является сайт ru.meteotrend.com. Здесь только правдивая и актуальная информация о погоде в вашем городе. Заходи, смотри и добавь обязательно этот сайт в закладки. Ну а мы начинаем. Итак, поехали. Также я вам рекомендую посмотреть вот эти два видео, тут интересно. И если ты знаешь какие-либо лайфхаки с Windows 11, пиши в комментарии под роликом. Итак, перед тобой новенький компьютер или ноутбук с операционной системой Windows 11. Что необходимо сделать в первую очередь? В первую очередь нам необходимо посмотреть, сколько дисков на нашем компьютере. Итак, мы заходим в проводник Windows и переходим на вкладку «Мой компьютер». Если у вас один диск, вам необходимо разделить системные файлы на файлы мультимедиа, то есть фильмы, музыка, фотографии и другие файлы. Не нужно хранить все файлы в одной корзине. Если у тебя навернется раздел диска C, у тебя могут пропасть личные данные, это фотографии, еще раз повторюсь, музыка, фильмы и другие важные для тебя файлы. У меня сейчас один диск на 500 гигабайт, и нам необходимо создать дополнительный раздел диска. Мы его назовем диск D, чтобы системные файлы и программы, естественно, у нас будут на диске C, а другие файлы на диске D. Итак, правой кнопкой мыши мы щелкаем по меню «Пуск», и для этого нам понадобится штатная утилита под названием «Управление дисками». Данная утилита есть во всех версиях Windows. Мы без дополнительного программного обеспечения сможем разделить наш диск на разделы. То есть у нас один диск в компьютере, мы его поделим на два раздела. Итак, мы видим, вот он наш диск. Правой кнопкой мыши мы щелкаем по диску. В контекстном меню выбираем «Сжать том». С помощью мастера сжатия тома этот процесс будет безболезненный, и мы быстренько все сделаем без потери данных. Утилита управления дисками предлагает нам сжать том на 445 гигабайт. Меня это не устраивает. У меня диск 500 гигабайт, соответственно, я хочу отдать под раздел диска D 250 гигабайт, то есть поделить на 2. Если у вас 120 гигабайт, соответственно, вы отдаете 60 гигабайт под раздел диска D. Здесь я выделяю вот эти цифры и пишу 250. Соответственно, у меня с 250 гигабайт с копейками уйдет под новый диск D. И нажимаю кнопку «Сжать том». Сейчас утилита поделит диск, и у нас появится неразмеченная область. Она будет выделена черным прямоугольником, и нам ее, соответственно, необходимо распределить. У нас появилась нераспределенная область размером 244 гигабайта. Также хочу обратить внимание, что у нас Windows 11 забрал 100 мегабайт под системный раздел и под восстановление. Теперь необходимо распределить нам область. Левой кнопкой мыши сначала щелкаем по нераспределенному разделу, и правой кнопкой мыши мы заходим в контекстное меню, где и выбираем «Создать простой том». Тут все понятно, мастер создания простого тома в этом нам поможет. Мы нажимаем кнопку «Далее». Здесь мы соглашаемся с размером, нажимаем кнопку «Далее». Теперь нам необходимо назначить букву для диска. По умолчанию всегда это будет буква D. Вы можете выбрать любую произвольную букву из выпадающего списка. И нажимаете еще раз кнопку «Далее». Файловая система оставляем NTFS. Здесь размер кластера мы также оставляем по умолчанию. И метка тома — это как будет называться ваш новый раздел диска в «Мой компьютер». Здесь сейчас появится новый диск. Давайте зададим метку «Медиа». То есть у нас будут храниться медиафайлы. Здесь также можно, еще раз повторюсь, написать все произвольно, любое слово. И нажимаем еще раз кнопку «Далее». Нажимаю кнопку «Готово». Друзья, в описании под видео я оставлю главы, чтобы вы могли иметь возможность переключаться на нужные вам отрезки видео. Также не забывай ставить жирный лайк и обязательно подписывайся на канал. Тут интересно. Огромное количество видео как для новичков, так и для более опытных пользователей. Ну что, все прошло успешно. Мы создали новый раздел диска с буквой D. Объемом 244 гигабайт. Можем найти наш диск в «Мой компьютер». Заходим в проводник Windows и нажимаем на «Мой компьютер». Как мы видим, здесь отображается диск. На нем мы можем теперь хранить какие-либо файлы, копировать, убирать, удалять и так далее. Друзья, если у вас нет ярлыка «Этот компьютер» на рабочем столе, вывести его можно несколькими способами. Если у вас активированная Windows 11, вы правой кнопкой мыши щелкаете по меню «Пуск», переходите в «Параметры», переходите в раздел «Персонализация», переходите в раздел «Темы», и у вас будет активный пункт «Параметры значков рабочего стола». У меня Windows не активировано, я вынесу ярлык «Этот компьютер» на рабочий стол другим способом. Для этого я захожу в проводник Windows, в панели быстрого доступа я выделяю
выделяю левой кнопкой мыши ярлык «Этот компьютер», зажимаю левую кнопку мыши и, не отпуская, перетягиваю на рабочий стол. Слово «ярлык» можно убрать, правой кнопкой мыши показать дополнительные параметры, переименовать. Мы убрали слово «ярлык». На следующем этапе я обычно захожу в параметры Windows и проверяю операционную систему Windows 11 на наличие обновлений. Заходите в параметры, выбираете вкладку «Центр обновления Windows» и у вас здесь должна стоять зеленая галочка. Она уведомляет о том, что у вас установлены все последние обновления. На следующем этапе я захожу в диспетчер устройств, правой кнопкой мыши по меню «Пуск» переходим в диспетчер устройств и смотрим, все ли корректно установились драйвера. У вас здесь не должно быть никаких восклицательных знаков. Если они есть, значит драйвер стал некорректно. Вам необходимо обновить драйвер. Теперь на следующем этапе, если вы хотите отказаться от браузера Microsoft Edge и установить свой браузер, это может быть Google Chrome или Яндекс браузер, я устанавливаю Google Chrome, у меня установлены уже, но я покажу, как это делать правильно. Некоторые качают с других неофициальных сайтов. Заходите в стандартный браузер Microsoft Edge, заходите на сайт Google, пишите «Скачать Google Chrome». Переходите на официальный сайт браузера, скачивайте и устанавливаете браузер стандартным образом. Теперь наш новенький браузер Google Chrome нужно выставить браузером по умолчанию. Для этого мы открываем правой кнопкой мыши меню «Пуск», заходим в параметры, переходим на вкладку «Приложения», выбираем вкладку «Приложения по умолчанию», нажимаем на браузер Google Chrome. Во вкладке «Сделать Google Chrome браузером по умолчанию» мы нажимаем на кнопку «По умолчанию». Теперь все страницы будут открываться у вас не с помощью браузера Microsoft Edge, который входит в Windows 11 по умолчанию, а с выбранным вами браузером. Это может быть абсолютно любой браузер. Теперь давайте поговорим, что делать, если Windows не нашла драйвер для вашего устройства или установила некорректный драйвер. Как я уже говорил выше, у вас в диспетчере устройств не должно быть никаких восклицательных знаков. У вас должно быть, как у меня сейчас на экране. Если вы видите вот такие восклицательные знаки, значит вам необходимо найти и скачать корректный драйвер. Как это сделать? Вам необходимо знать модель своей материнской платы или модель ноутбука. Если вы не знаете модель материнской платы, можно узнать с помощью встроенных средств Windows. Правой кнопкой мыши щелкаете по меню «Пуск», заходите в «Выполнить». Здесь выводите вот эту вот команду. Данную команду я оставлю в описании под видео и нажимаете «Ок». Это встроенное средство сведения о системе и находите свою модель. Если у вас ноутбук, чаще всего модель маркируется вот тут. Вы заходите в раздел «Поддержка» на официальный сайт производителя ноутбука. У меня есть модель, я нажимаю Ctrl-C, чтобы скопировать. Можно это все ввести в поисковую систему вручную, но я нажму сочетание клавиш Ctrl+C. То есть я скопировал. Теперь перехожу в поисковую систему Google, вставляю модель своей материнской платы. Отлично, вот она моя модель, она сочетается со сведениями о системе. Если у вас здесь пусто, то я рекомендую скачать бесплатную утилиту под названием SPU-Z. Она весит там 3 мегабайта. Скачивайте, устанавливайте, и она также отобразит модель материнской платы на вашем компьютере. Итак, вы заходите на официальный сайт производителя вашей материнской платы. В моем случае это сайт Asus. В разделе «Поддержка» чаще всего хранятся драйвера именно под вашу материнскую плату. Также, если у вас ноутбук, у вас будет раздел «Поддержка», и там будут собраны драйвера именно под ваш ноутбук. Выбираем раздел «Драйвера и утилиты» и выбираем нашу операционную систему. Под Windows 11 уже нет драйверов на мою материнскую плату, но драйвера все равно встали у меня корректно. Выбирайте операционную систему Windows 11. Еще раз повторюсь, не смотрите, что у меня здесь стоит Windows 10. И еще раз повторюсь, тут собраны все необходимые драйвера. Также, друзья, один из важных моментов по поводу BIOS. Обратите внимание, есть вкладка BIOS. Вне зависимости, какая версия у вас операционной системы, BIOS это отдельная подсистема. Вы должны также обновить, но делайте это на свой страх и риск. Делать это нужно очень внимательно. Также в утилите MS-Info 32 вы можете увидеть версию BIOS. Обратите внимание на вот этот вот раздел «Дата» и сравниваете ее. Далее скачиваете. Я когда-то выпускал ролик, как обновить BIOS на материнской плате Asus. Ссылку я также оставлю в описании под видео. Как только вы скачали и установили драйвера
под свою материнскую плату. У вас в диспетчере устройств, если были восклицательные знаки, они должны все исчезнуть. Это будет говорить о том, что все у вас работает корректно. Для того, чтобы у вас корректно работали программы, приложения, игры и другая мультимедиа, вам необходимо выполнить вот эти три вещи. Первое, нам необходимо скачать DirectX. Это набор необходимых библиотек от Microsoft. Для того, чтобы у вас все работало корректно, вводите в Google DirectX, переходите на официальный сайт Microsoft и скачиваете веб-установщик. Он сделает все в автоматическом режиме. Здесь язык русский, нажимаете скачать. Он сам загрузит необходимые библиотеки на ваш компьютер, и игры, приложения будут у вас запускаться без всяких ошибок. Чаще всего у некоторых пользователей вылетают ошибки при запуске игр. В общем, это прокладка между твоим компьютером и производителем игр. На следующем этапе нам необходимо скачать набор необходимых библиотек Visual C++. Без этих библиотек у тебя не запустится ни одна игра. Версии Visual C++ куча, но я тебе предлагаю скачать с помощью одного клика все версии C++, которая необходима каждому компьютеру с установленной операционной системой Windows 11. Итак, мы заходим на вот этот вот сайт, ссылку я оставлю в описании, и нажимаем «Скачать». Здесь на рекламе мы нажимаем крестик. Теперь скачивается установщик, дождемся, и нам необходимо его запустить. Итак, у нас скачался установщик библиотек Visual C++. Мы можем нажать «Показать в папке». Обратите внимание на путь. Все скачанные файлы из интернета попадают у нас в папку загрузки. Заходим в мой компьютер, загрузки. Можно запустить это, естественно, с самого браузера Google Chrome. Запускаем наш установщик. Установка довольно-таки простая. Все будет происходить через командную строку. Нажимаем «Запустить». Как только вы запустите установщик в первый раз, у вас будет написано «Нажмите Y для продолжения». Вы нажимаете Y на клавиатуре, и ваш компьютер уходит на перезагрузку. Друзья, на завершительном этапе нам необходимо скачать необходимый набор кодеков, который должен быть на каждом новеньком компьютере или ноутбуке с операционной системой Windows 11. В этот набор входит также плеер. Вам необходимо только скачать и установить. Выбираете, с какого сервера скачать. Ссылку я оставлю в описании. Скачиваете установщик и стандартными методами запускаете его и устанавливаете. Этот урок я поделю еще на две части. Будет вторая часть, как оптимизировать Windows 11. Мы пока выполнили все необходимое для того, чтобы у нас работали все программы, приложения, и без проблем у нас открывались любые видеофайлы.